Ну что, топим Соньку? Разумеется, так делать не стоит, но у него IP68, по идее, им можно вообще как угодно здесь играться под водой. В принципе, он не отрубает съемку, и многого я от этого девайса и не хочу, потому что и мини-джек, и Type-C, и главное, что работает, правильно? Интересная штуковина, на игруху похоже. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Sony 10.5 или 10V, как вам будет удобно. Если говорить о этом смарте, это самый простой смартфон в линейке, но в то же время он обладает практически всеми теми же качествами, которые необходимы для того, чтобы ощущать компакт классным в своих руках. Вот смотрите, я просто могу достать здесь слот под сим-карты, либо карту памяти. Я просто совершенно свободно могу использовать мини-джек, мне его можно топить. Все это, разумеется, в пластиковой обертке, и тыльная часть пластик, и рамка пластик. Но с другой стороны, где еще за такие деньги есть компактное устройство? Спойлер, нигде. Здесь у нас процессор Snapdragon. Что это значит? Значит, кодеков у нас просто море и еще много всего. Если говорить про экран, в пике дает 1400 люксов, в максималке 880 люксов. Про стерео оно почти не полуторка, то есть объем ощущается. Если говорить про экран еще, его тач просто волшебный, но для этого нужно снять защитную пленку, либо защитный экран, который я уже наклеил на него. И плюс сканер отпечатка пальцев в кнопке. По большому счету это все плюсы, и я сравню его для вас по съемке с Samsung S24, и не только в 4К, но и в 1080p, чтобы вы понимали, какая огромная разница между Sony, которая продает свои сенсоры, и Samsung, который иногда эти сенсоры тоже покупает. Вот в таком форм-факторе ничего нет, поэтому я делаю обзоры на Sony. Смотрим. Распаковка. Упаковка стандартная для Sony в супер экологичном формате. На ней есть название и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сам смартфон, без наклеенной защитной пленки, я потом докупал защитное стекло. Кратко руководство и все. Нет кабеля для зарядки, нет блока питания, нет чехла, и ключ для извлечения слота здесь не требуется. Слот достается без проблем и без него, но проще у старших моделей его доставать. Слот на 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти microSD до 1 терабайта. Вес смартфона составляет 155 граммов, а габариты 165 на 68 на 9,6 мм вместе с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Для участия в конкурсе достаточно подписаться на канал с колоколом, открыть подписки и оставить в комментарии свое имя в телеге. Или написать любой комментарий, но в описании канала указать свой ТГ. Недавно мы так Poco M6 Pro разыграли, и все было максимально эффективно. Переходим к смартфону. Смартфон можно приобрести в черной, белой, зеленой и лавандовой расцветке. Дизайн для смартфона от Sony привычный, выглядит данная модель хорошо, но отмечу, что он ощущается очень легким и в руках лежит достаточно комфортно из-за ширины. Плюс пользоваться одной рукой в целом крайне удобно. Рамка смартфона выполнена из пластика, как и тыльная часть. Корпус не марки, не особо скользкий. Собран смартфон качественно, ко всему смартфон имеет стандарт водонепроницаемости IP68. Я его топил, с ним все хорошо, если что случится, я вам напишу в своей личной ТГ. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0 с поддержкой функции OTG. Далее на корпусе можно обнаружить микрофоны, мини-джек на 3,5 мм, ИК-порта нет, а для вывода звука установлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, DSEE Ultimate, 360 Real Audio и не только. Но стерео не полноценное, есть легкий перекос, хотя качество звука хорошее и динамики достаточно громкие для такого малыша. Вибромотор слабенький, но не мрачный. Bluetooth чип установлен древней версии 5.1. Летим дальше. Смарт оснащен плоским OLED-дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2520 на 1080 пикселей, соотношение сторон 21 к 9 и частота обновления экрана до 60 Гц, за что огромнейший минус, как и за громадный подбородок. Но с другой стороны, вот эти вот прямые углы у экрана, по мне, это топчик. Экран защищен Corning Gorilla Glass Victus, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 449 ppi. Максимальная яркость по моим замерам 880 люксов, а пиковая 1300. Тач на 120 Гц, результаты теста на частоту дискретизации касания не лучшие, вы видите на экране, но лучше снимать стекло, потому что со стеклом или защитной пленкой, по моим тестам, он отрабатывает нехорошо. Мультитач есть, и на 10 касаний откликается он хорошо. Процент шима космос, на нуле вообще там под сотку, и в серединке тоже, но если на 100% яркости, то до 10%, и, наверное, это адекватно. Полноценный Always On Display в наличии, но он очень странно настраивается, и я бы его назвал довольно обрезанным. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, а также разблокировкой стандартными способами.
камерами. Распознавания лица нет, и отпечатки пальцев можно завести 5 раз одни и те же. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 695, очень древний, даже для 23 года, а у нас сейчас уже 24. С техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор стандартно Adreno 619, оперативная память LPDDR4X на 6 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ. Довольно все скромно. И далее. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка eSIM отсутствует, я ее не нашел, может быть она где-то и есть, 5G сети и 4G сети и ниже. Для 4G все бенды на борту, датчик приближения отрабатывает хорошо, для бесконтактной оплаты смартфон оснащен NFC-модулем, а GPS-тест показывает почему-то у меня точность 10 метров, хотя должен показывать 3. И как я не извращался, все равно вот так. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марку он у меня отказался проходить, но смарт может спокойно держать 2 дня без подзарядки, потому что играть вы вряд ли в него будете. Sony Xperia 10V поддерживает быструю проводную зарядку до 30 Вт, а вот беспроводной зарядки и реверсивной нет, что неудивительно, это младшая модель в линейке. Заряжается он от 0 до сотки у меня за 2 часа, при просмотре видео на YouTube на 100% яркости за час уходит в среднем 4% заряда, в играх 18, но это все через боль. Почему? Потому что на минималках в Геншине вы поиграете минуты 3, потом начнутся лаги. В Wreckfest вообще все печально, в PUBG даже 60 FPS нет на минимальной графике. И куда ни ткнись, это однозначно не игровой смартфон, хотя опять же при желании вы можете поиграть. Сколько он выбивает в Geekbench и какие у него данные во всех синтетических тестах вы сейчас видите, но это не особо актуально. Понятно, что он проходит все без холодильника, но процессор безумно медленный, открывается все очень долго, и это крайне непривычно иметь смартфон в 400 тысяч баллов не за 10 тысяч рублей по процессору. В принципе, Storage тест в Antutu неплохо он показывает, атовизм прям лютый с точки зрения железа. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX582 на 48 мегапикселей с апертурой 1.8, углом обзора 80 градусов, оптической стабилизацией и максимальным разрешением для съемки 1080p 60 FPS. И я еще хочу отметить, что все забывают, окей, что здесь оптический зум X2 и камеры особо сильно не выпирают. Но по мне, учитывая само железо и процессор, ты из этого мало что вывести можешь. Телефотосенсор SK Hynix High 847 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и фокусным расстоянием в 54 мм. Последний сенсор это сверхширик SK Hynix HI 846 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов. С фронта расположили 8-мегапиксельный сенсор с максимальным разрешением для съемки видео в 1080p 30 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите и заодно и сравнение с Samsung, чтобы вы понимали, какая здесь пропасть. Что ж, 1080p 60 FPS против 4К 60 FPS в движении, в лодке, и вот так вы сможете снимать против солнца. Разумеется, разница должна быть, по идее, огромной, но не факт. Возможно, вам Sony вполне таки хватит. Хотя, опять же, я почему-то вижу фризы, хотя их быть не должно вообще никак. Ну и, разумеется, фронталка. Разница, я думаю, космическая. Вы видите это даже не по мне, а потому что позади меня. Не потому что... Хотя... В простых условиях довольно неплохо выглядит это и другая. Ну что, 4К 60 же история. Смотрите, сколько народу закат снимает. Ну и совсем слегка фудблогинга в помещении. У Sony камера прям дышит, я не знаю почему. Но если стационарно ее держать, то неплохо. Но опять же, видите, при недостатке освещения какая космическая разница. Притом даже если я включаю, кстати, на Sony нет чехла 1080p 60 FPS. Разница просто нереально бомбезная. Ну что, если совсем кратко, то я, конечно, переигрался вот с этими темами насчет сравнений. Посмотрите, как все-таки какая огромнейшая разница ночью. И хочу еще отметить, что и днем была разница тоже в 1080p 60 FPS огромнейшая. То есть, как ни называйте бюджетник, все равно, ну, не вытягивает он. Притом, повторяюсь, видите, одно и то же разрешение, 1080p 60 FPS, но какая разная обработка, какие разные сенсоры. И чтобы кто ни говорил, Samsung молодцы, флагманы, это круто. А в A55 я, конечно, перехвалил A55 в обзоре в сравнении с S24, потому что это все-таки небо и земля. Мне, кстати, сразу расхотелось фронталку сравнивать. Почему? Потому что, ну, такое себе. Прям... Роллинг шаттер, вот это расколбас у фронталки.
Ну что, дам вам 30 секунд для того, чтобы вы определили, а где здесь Sony, а где здесь Samsung. Вы вроде бы думаете, вот здесь вытянули здание, правильно? Здесь, скорее всего, Samsung, правильно? Ну так я бы думал. Здесь у нас, разумеется, Sony, но я не скажу, что он прям люто выигрывает у Samsung по вытягиванию из тени. Опять же, помним про разницу в стоимости. При том, что, опять же, Макдональдс надписи лучше у Sony. И я вам скажу, что до того, как я делал сравнение, вот посмотрите, как с светом кто поработал, я был уверен, что Samsung уделывает Sony на 100%. Здесь можно поспорить. Не только можно, но и нужно поспорить. И, к сожалению, кто бы мне что ни говорил, скачивайте исходники, неважно, что я говорю. По детализации посмотрите, да, космос разница. Просто есть моменты, в которые выигрывает Sony. Так, сразу спойлер, у Sony супер ужасный ультраширик, поэтому его мы рассматривать не будем. Справа у нас Samsung, сразу, чтобы вы не думали, и слева у нас Sony. И что мы здесь видим? Я вам скажу, что по цветам ближе Sony. Потому что Samsung здесь выкрутил. Не все так было цветасто. Хотя тут тоже довольно бледно относительно динамического диапазона, не все волшебно. Если брать, кто как вытянул листву, то Samsung однозначно выигрывает. Ну и уровень фронталки комментировать не хочется. Почему? Потому что вы сами все видите. Специально снял чехол для того, чтобы имел возможность снимать на ультраширик. Мешает для Sony это делать. Но то, что вы видите, это, конечно, шлак. И вот примерно так, да, здесь фотографирует фронталка. Повторяюсь, что можете скачать исходники. Это уровень, не знаю, года так 12-15. Ну и смотрите, как говорится, долго и мучительно. Если вы будете фотографировать какие-то вещи на смартфон, вы должны четко понимать, что если вещь, которую вы фотографируете, предмет, объект, пейзаж, он сам по себе красивый, достойный, интересный, вам будет казаться, что все хорошо. Но вот где здесь хорошо, если мы берем, вот опять же, это все будет у нас только Sony. То есть он не вытянул ничего. Другие смартфоны днем бы вытянули что-то из этого. Если здесь брать, опять же, контраст выкручен, если брать здесь то же самое, контраст выкручен, динамический диапазон не очень. Если брать эту фотографию, края замылены. Но это критичный подход. И, разумеется, можно сказать, что на данный смартфон можно снимать просто классно, но я с вами не соглашусь, потому что я видел фотографии лучше, за меньшие деньги, от каких-нибудь а-ля Poco, которые многим всем не понравятся, используя даже не Google камеру, а стоковую камеру, даже без профрежима. Посмотрите, сколько смазанных фоток. В общем, в целом, я повторяю, что я не считаю этот суперкамерафоном смартфон. При прямых руках, может быть, что-то можно сделать. Исходников очень много. Надеюсь, что вы для себя что-то выберете. Но исходники качаем и сравниваем сами. Хотя я даже не знаю, с какими. Наверное, года 15-го, повторяю, 16-го надо смартфонами сравнивать. Потому что здесь куски вроде бы нормально, но все остальное нет. Вообще, несмотря на разрешение, несмотря на довольно странную стабилизацию, мне очень нравится, как снимает Sony. Всегда ощущение, как будто картинка киношная. Можно делать X2, X1, можно делать X10 и можно делать X1. Вот так примерно сможете снимать в разных условиях обстановки. Видите, как много людей используют смарта для подсъемок. Мне кажется, каждый первый хоть что-то доснимает. Потому что если не снимешь, значит не был. А если снимешь, то... В чем плюс, кстати, советую всем на тюб выгружать какие-то специфические вещи. Почему? Потому что это остается до конца твоих дней. Понятно, что тюб может навернуться, в принципе. Но, мне кажется, вероятность такой истории минимальна. Ну что же, фронталка, те же условия. Можно ставить на паузу, но, к сожалению, нельзя менять на основной модуль. И ультраширик только в 1080p 30 fps. Только, как говорится, хардкор. И вот так сможете снимать на него. Парк, кстати, горел, вот этот, но его, получается, просто разнесли шире частично. Так, это 1080p 30, Full HD 30 fps 1080p. Плюс в том, что можно уходить на ультраширик с него. Ну и X1. Если не двигаться, то получается даже очень ничего. Главное не двигаться.
Еще немного в съемке 1080p 30 fps с плавным переключением на ультраширик. Какое-то оно не особо плавное, но вот так. Вот рынок сгорел, и теперь это новый маршрут. Кстати, не намного хуже. Наверное, даже как-то разумнее. И еще рынка. Я не могу быть объективным. Мне безумно нравится, как Sony снимает, даже с его довольно странной стабилизацией. Вот эти габариты, когда ты между двух пальцев его просто зажимаешь и спокойно можешь снимать. Просто безумно волшебная тема. Шутки шутками, но у меня только что камера вообще не хотела включаться. И перезагружать Sony, которая уже допиливала свои ПО несколько раз, это такое себе удовольствие. Особенно, когда тебе надо что-то снять. Вот мне надо было что-то снять, и я не снял. Сейчас съемка ведется с одной руки. Движение. Особой пользы от этого мало, с одной стороны. С другой стороны, польза от этого какая-то есть, если вы смотрите, правильно? В конце концов, вы можете оценить, как у одного или другого смартфона с динамическим диапазоном во время видеосъемки дышит ли камера, потому что у А55, как я помню, прям дышала вообще конкретно. И различные условия обстановки. Понятно, что вы же не покупаете теперь себе стационарную какую-то камеру со штативом. Хочется в движении иногда поснимать, из автобуса, не всегда на байке. Вот так сможете, опять же, осуществлять подобного рода съемку контента для себя. Повторяюсь, если вы посмотрите на YouTube, просто море людей просто сохраняет, даже можно с закрытия. Просто в этом-то и смысл, что вы можете использовать видеосъемку и закрывать ролики на YouTube, она будет у вас просто сохраняться как ваш личный архив. И это удобно. Минусы: поддержка зарядки только до 30 Вт, дисплей с частотой обновления только 60 Гц, мало производительности, очень скромный комплект поставки, точнее его вообще нет. Нет записи в 4К вообще, и в целом это компакт-звонилка, наверное, и все, для потребления какого-то контента. Но те, кто покупают, наверное, знают, зачем он им нужен. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. В принципе, его много где продают ультра дешево, потому что его продать сложно. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Я, резюмируя, не пытаюсь усидеть на двух стульях. Чем, наверное, плох мой контент? Тем, что я всегда говорю однозначно, что эта железка своих денег не стоит. Но здесь есть огромнейшее но. Да, я сейчас вам понакидываю еще раз. 60 Гц экрана, абсолютно неиграбельный, супер старый процессор, 400 тысяч баллов в Antutu. Вы за эти деньги с таким тормознутым ПО, а 400 тысяч баллов в Antutu, он даже открывает все долго. Очумеете искать смартфон даже за 1015, то есть Poco X6 его рвет вообще во всем. В то же время можно накинуть, что если вы не умеете снимать фото, то вам он ничем не поможет, и все эти X2 с оптическим зумом, еще что-то, без разницы, что вы будете сюда накидывать. Ультраширик здесь вообще мракобесный, фронталка то же самое, ничего они не допилили, почти год уже смартфону. Но после вот этого всего банкета, да, он долго заряжается, но он нереально долго держит. Да, 60 Гц экрана, но просто космос яркость. И шим у него тоже, к слову, космос, поэтому обращайте на это внимание. И 2 часа он тоже заряжается. Если вы его смогли приобрести в те же деньги, что и я не буду вам спойлерить, поверьте мне, учитывая, что смартфон не популярный, тем более эта модель не новая, она 23-го года, я не рекомендую его к покупке. Но вдруг вам нужен прям супер маленький смартфон, чтобы понять, насколько он маленький. Вот вам компакт S24. То есть вы видите по ширине какая разница. Вы видите, что он по толщине какая разница, и камеры не выпирают. Если вам необходимо быстро менять симки, если у вас есть необходимость всех бендов и использовать смартфон как звонилку, как второй телефон, он должен быть маленьким. И именно вот его ширина, и мини-джек, и защита от влаги. То есть все в сумме вы берете. Да и в топку этот экран, если вы постоянно не сидите, не серфите. Поэтому однозначно сказать 1000 раз нет я ему не могу. Тем более реально приобрести его выгодно много на каких площадках, где есть возможность. С другой стороны, это как раз тот вариант, когда вы что-то покупаете, и вряд ли вы когда-то кому-то продадите. Потому что особенность санифанов и саневодов, хотя здесь 68 страниц по поводу этого устройства в течение этих 10 месяцев, что его продают на 4 PDA, они любят покупать все свои устройства в 2 раза дешевле. Но к чему это все? К тому, что смарт интересный. Я его гонял очень долго. Вы видели фотографии из 4 стран. Может быть, догадаетесь, откуда. Примеры можете скачать в моей личной телеге. Какие-то, я считаю, с фоток удачные. Но в тех же условиях даже Poco X6 Pro, даже Poco M6 Pro
В принципе, чаще всего тоже бы сфотографировал неплохо, а они, в конце концов, среди концов, в 2 раза дешевле иногда. Ну, Poco M6 Pro на сейле или Redmi Note 13 4G, который там за 12, то же самое. При желании можно сделать не худшую фотографию. Все, что я хотел, я вам сказал. Где-то в каких-то моментах все еще и камера подлагивала, и кружки печальные, и еще что-то. Обзор одним кадром, скорее всего, сделаю, чтобы вы понимали, что Sony это больше про красоту. И какой-то функционал. То есть я не отметаю то, что это хороший смартфон, я отметаю, что за эти деньги я бы купил однозначно что-то другое, но в этом форм-факторе, я повторяюсь, можете мне накидать. Что вы знаете? Я не знаю ничего из таких тонких смартфонов, кроме каких-нибудь шарпов, которые космос стоят. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на мою личную телегу. Здесь только про железо, девайсу отдельно от цены. Учитывая определенное качество функционала, однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.